Приветствую вас, дорогие друзья, дамы и господа, зрители и подписчики моего канала. Я юрист Валерий Табаков, и в этом видео я поделюсь с вами своим разбором текста выступления Остапа Дроздова, посвященного выступлениям на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ну и в частности выступление президента Украины Зеленского. Дроздов – это известный украинский журналист и публицист. Он предлагает глубокий критический взгляд на риторику украинского руководства, в частности президента Зеленского, в контексте глобальных вызовов. Его выступление Дроздова полно сарказма и острых наблюдений. Он подчеркивает диссонанс между внешней презентацией Украины и ее внутренними проблемами. Я сакцентирую основные тезисы Дроздова, подкреплю их цитатами из его речи и дам юридический разбор, фокусируясь на аспектах государственного управления, международных отношений и этики лидерства. Это важно для понимания, как риторика влияет на реальную политику и правовые последствия. Вначале посмотрим отрывок из выступления, из речи Дроздова, а потом продолжим изложение. Порівняйте це з нашими процесами, коли при радикальному зменшенні населення радикально роздувається і збільшується штат державного паразиту, в тому числі правоохоронної системи, що відносить нас до типово поліцейських, тиранійних, репресивних держав-махін. Вот, друзья, мы увидели, как действительно позиционирует Украину один из апологетов украинского языка в Украине, полной украинизации, Остап Дроздов. Итак, начнем анализ его видео. Начинает Дроздов с обзора 4 ключевых выступлений, речей, подчеркивая их концептуальность и различия. Он избегает детального анализа Трампа и Миллея, но использует их как контраст для украинского контекста Зеленского. Его тезис такой: выступление Трампа и Миллея демонстрирует решительный национализм и радикальные реформы, в то время как речь Зеленского, по словам Дроздова, выглядит как дешевий популізм. От цитата. «Задовольнить, забезпечить ресурсами свою країну років так на 200 вперед. Хто хоче знати, як виглядає при владі ресурсоорієнтований такий екстравертний націоналізм протекціоністського розливу, прошу дуже Трамп. Аргентина, радикальні революційні зміни, всіх суддів звільнив, всіх податківців позвільнявся, кратне збільшення ВВП». С юридической точки зрения подход Трампа, протекционизм и Миллея, массовые увольнения в госаппарате иллюстрируют принципы суверенитета и административной реформы, которые могут быть эффективны в стабильных системах, но рискованы в кризисах. Дроздов противопоставляет это Украине, где при радикальному зменшенні населення радикально роздувається і збільшується штат державного паразиту, что указывает на правовую проблему. Раздувание бюрократии в условиях войны нарушает принципы эффективности государственного управления. Статья 1 Конституции Украины о демократическом государстве, и это приводит к полицейским, тираническим, репрессивным государствам-машинам, что может
квалифицироваться как отступление от прав человека. Сравнение с Канадой Карни особенно ярко в исполнении Дроздова. Обе страны похожи, то есть Украина и Канада, по словам Дроздова, по населению и ресурсам, но различаются по ВВП. Канада 2 триллиона долларов, Украина в 10 раз меньше. Индексом экономической свободы 14 Канада против 143 в порядке уменьшения это Украина. И демократии индекс Канады 14 против українського 92. Цитата. «Але чому від канадського прем'єр-міністра все, що він каже, звучить серйозно потужно? Чому все, що звучить від гаранта корупції і гаранта мародерії, звучить просто як красиво, добре написаний, артикульований, продекламований текст? Акторство». Здесь Дроздов затрагивает юридический аспект легитимности. Речь лидера, по его словам, должна подкрепляться делами. В международном праве, например, Венская конвенция о праве договоров, доверие к заявлениям зависит от внутренней стабильности государства, лидер которого делает такие заявления. Коррупция, как пример с долларовым кэшем на таможне Украины во время речи Зеленского, подрывает это, делая заявление лицемирненько. Как юрист я вижу здесь риск для международных обязательств Украины. Если государство позиционирует себя как гаранта коррупции, это может привести к санкциям или отказу в помощи от доноров. Центральный посыл Дроздова такой. Украина неэффективна страна, сидящая на подсосе у Запада, что делает ее внешнюю риторику неубедительной. Цитата Дроздова. «Твоя держава є неефективна, інакше вона б не сиділа на подсосі на штучній вентиляції легень в Заході. Бо коли правильні речі говоряться в Давосі, але під час твого виступу в Давосі на митниці знову вскривається доларовий кеш, то все, що б ти не говорив в Давосі, вмножиться на кількість тих нулів, які є в кэші на мытнице». Дроздов обвиняет в мародерократии Зеленского, системе, где коррупция цементирована. С юридической перспективы это касается нарушения антикоррупционного законодательства и, в частности, закона Украины о предотвращении коррупции. Примеры вроде незадекларированных золотых слитков чиновников подчеркивают системный сбой. В контексте войны это углубляет гуманитарные проблемы, замерзающие трубы, холодоморы, что может быть расценено как халатность властей, статья 367 Уголовного кодекса Украины, позиционирование как нации актора, то есть нации субъекта, при такой неэффективности. Это, по словам Дроздова, гимно на патычку, то есть пустая риторика без правовой основы. Ключевой тезис Дроздова: лучше позиционировать себя как жертву асимметричной войны, чтобы получить больше помощи, чем притворяться сильним актором. Цитата. «Вигідніше бути нацією жертвою, вигідніше себе подавати слабшою, а не сильнішою. Позиціонування нації жертви є правильнішим і стратегічнішим в умовах асиметрії війни. Жертва завжди отримує більше і має більший люфт на компромісні виходи з війни». В международном гуманитарном праве Женевских конвенций статус жертвы агрессии, какой есть Украина в конфликте с РФ, дает основания для помощи, в соответствии с резолюциями ООН. Дроздов в какой-то мере прав. При увеличении сили надувати щеки може привести к пирровой победе или поражению. Юридически это касается переговоров. Позиция жертвы
усиливает аргументы по репарациям и санкциям против агрессора. Напротив, менторство, а именно поучение союзников, имеется в виду из Евросоюза, при внутренних руинах в Украине делает Украину токсичным пассивом, по словам Дроздова, рискуя оттолкнуть партнеров. Как юрист я отмечаю, что это противоречит принципу добросовестности в международных отношениях, статья 26 Венской конвенции. Также Дроздов критикует агрессивное менторство Зеленского как неуместное для страны, находящихся в руїнах. Цитата. «Продавати точкові успіхи при всіх заявках успішностей. Війна і її хребет не ламаються. Це є культура компромісів. Тут оце прийти, грюкати дверми, всіх повчати, а сам всередині країну руїну маєш, за агресивним фасадом риторики не простежується надійного тылу». Здесь акцент на диссонансе между словом и делом, в правом смысле претензии на новую архитектуру европейской безопасности, включая поучение по Гренландии, требует внутренней эффективности, иначе это голое менторство. Коррупция, пример с фирмой Firepoint, продающей украинское оружие за рубеж, процессом которого руководит друг Зеленского Миндич, может квалифицироваться как злоупотребление властью, статья 364 Уголовного кодекса. Дроздов предупреждает о токсичности. Европа, по словам Дроздова, континент компромиссов, и поучение от карлика, здесь метафора слабого государства, или, может быть, это относится к Зеленскому, отталкивает. Это рискует изоляцией, что юридически, по словам Дроздова, ослабит позиции Украины в ЕС и НАТО. Переходя к более широкому контексту, я не могу, друзья, обойти вниманием тот факт, что Остап Дроздов, чей текст мы проанализировали, сам лично является частью когорты апологетов радикальной языковой политики в Украине, куда входят такие фигуры, как Ирина Фарион, Демьян Ганул и Андрей Порубий. Эта группа последовательно продвигает идею, что переход всего населения Украины на украинский язык приведет к райским кущам, процветанию, единству и избавлению от внешних угроз. Однако на практике их действия и риторика приводят к систематической дискриминации русскоязычных граждан Украины, которые составляют значительную часть населения Украины. По данным переписи и социологических опросов, до 30-40% в зависимости от региона. Они не просто менторствуют, эти украинизаторы, поучая общество в правильном патриотизме, но и целенаправленно призывают к мерам, которые граничат с геноцидом культурного и языкового характера, подрывая конституционные права на свободу выражения и равенство. Развивая эту мысль, давайте разберемся глубже. Дроздов и его единомышленники часто позиционируют себя как защитников национальной идентичности, но их подход – это не конструктивный диалог, а агрессивное навязывание монолингвизма. Например, Ирина Фарион неоднократно публично оскорбляла русскоязычных украинцев, называя их врагами или предателями, что подпадает под признаки разжигания вражды. Статья 161 УК Украины о нарушении равноправия граждан. Демьян Ганул, известный активист, участвовал в кампаниях по бойкоту
русскоязычных СМИ и бизнеса, что можно квалифицировать как экономическую дискриминацию. Андрей Порубий, как бывший спикер Верховной Рады, способствовал принятию законов, которые ограничивают использование русского языка в образовании, СМИ и госслужбе, закон о обеспечении функционирования украинского языка как государственного 2019 года, игнорируя права меньшинств, гарантированные Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, которая ратифицирована Украиной в 2003 году. Эта когорта обещала райские кущи, экономический рост, социальную гармонию и международное признание, если только все заговорят на украинском. Но реальность иная. Вместо процветания мы видим раскол общества, эмиграцию русскоязычных специалистов, особенно из восточных регионов, снижение качества образования из-за принудительного перевода на украинский без адекватной подготовки, и даже рост напряженности, которая играет на руку внешним агрессорам. Их призывы к очищению Украины от русского языка – это не патриотизм, а шовинизм, который маскируется под национализм. В юридическом смысле это нарушает статью 10 Конституции Украины о свободном развитии, использовании и защите русского и других языков национальных меньшинств, а также международные стандарты, такие как статью 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, право на использование родного языка. Более того, их менторство – это классический пример гимна на патычку, как сам Дроздов выражается в своем тексте, пустая риторика без реальных достижений. Они выпрыгивают из штанов, рвясь к власти или влиянию. Дроздов через СМИ, Фарион через политику, Ганул через активизм, Порубий через парламент, но остаются маргинальной, неспособной на конструктивные изменения частью населения. Вместо того, чтобы строить инклюзивное общество, они сеют раздор, способствуя поляризации, которая ослабляет Украину в условиях войны. Развивая эту идею, можно сказать, что такая политика не только дискриминационна, но и контрпродуктивна. Она отпугивает потенциальных союзников внутри страны, русскоязычных патриотов, воюющих на фронте, и за рубежом, где видят в этом нарушение демократических норм. В итоге, вместо райских кущ мы получаем токсичную атмосферу, где геноцидальные призывы, например, заявление Фарион о ликвидации русскоязычных, могут привести к реальным преступлениям, подпадающим под юрисдикцию Международного уголовного суда, статью 7 Римского статута о преступлениях против человечности. Как юрист я призываю Дроздова и его соратников к ответственности. Их слова имеют правовые последствия. Вместо поучений о субъектности Украины им стоит начать с внутреннего диалога, уважения к многоязычию и реформ, которые объединяют, а не разделяют. Только тогда Украина сможет стать настоящим актором, а не жертвой собственной нетерпимости.